Поддержите меня, семеро, я ее сделала! Сегодня возрождаем старые доски, заклеиваем трещины. Чувствую, хлебну я с этой эпоксидкой. Выделяем текстуру дерева, проходим квест по сборке и сдабриваем все это хорошенько маслицем, а потом наслаждаемся результатом. Так, сейчас красоту наведу, нормальные кадры вам покажу. Ну вот, другое дело. Ну, посмотрите ж. Ну, ляпотаж. Для изготовления тумбочки я купила вот такие доски. Это лиственница, БУ, бруски. Мы их попросили распилить прям там на месте, где покупали. Вот она, будущая тумбочка. Помимо того, что время оставило на них свой отпечаток, они еще и все разной толщины. И встал вопрос, как же мне эту толщину подогнать. Самое простое, наверное, было бы сделать это с помощью вот этой штуки. Это папин станок. Но, если честно, пока я реально боюсь на этом работать. У меня нет никакого опыта, и эту штуку я пока просто даже не рассматриваю. Дальше осталось выбрать между рубанком. Пожалуй, все-таки нет. Если бы у меня не было фрезера, работал бы вот этой штукой по старинке, ничто бы меня не остановило, сами понимаете. Но так как у меня теперь есть фрезер, конечно, я буду им. Что, я себе враг, что ли? Сразу хочу сказать, что то, что я сейчас буду делать, это делать не обязательно, если вы хотите сделать такую тумбочку. Можно просто купить готовые откалиброванные доски и дальше уже их брошировать. Мне просто было очень интересно опробовать этот способ, тем более, что я за экологию. Считаю, что если бы больше людей использовали бэушные доски, то меньше бы пришлось вырубать деревьев. Вот так уже выглядят откалиброванные досочки. Для этого метода фугования потребуется фрезер, каретка, такое вот нехитрое устройство самодельное, и, собственно, рельсы, по которым будет ездить эта каретка. Понадобится определенного вида фреза. Вот эту часть фуговала обычной пазовой фрезой, вот такой, с двумя лезвиями по бокам, как видите. Даже пробовала вот такой. На самом деле для этого действия существуют специальные фрезы. Выглядит она вот так. Вот таким образом она вращается по часовой стрелке обычно во фрезерах и сдирает слой с доски. Но если такой фрезы нет, можно использовать вообще любые пазовые фрезы. Хоть даже вот ласточкиным хвостом можно это сделать. И сегодня я буду всю самую сложную работу выполнять с помощью кромочного фрезера с 3 съемными платформами от фирмы Redwerk. И по сути устрою самое настоящее испытание бедному инструменту, потому что кромочные фрезеры в принципе не приспособлены для такого объема работы. А он выдержал. Да и думаю, еще не раз мне послужит, бедняга. А мне теперь, конечно, будет хотеться обязательно применить каждый из этих фрез. Надо будет что-то придумать. Это ведь можно и разделочные доски, и ножницы, и какие-нибудь подставки для телефонов или еще для чего-нибудь сделать. И для того, чтобы выровнять доски, мне нужен супер прямой материал для изготовления салазок для фрезера. Благо, у меня этого добра здесь просто навалом после предыдущей деятельности моего брата. Дмитрий Юрьевич, салют! Салазки я не хочу делать слишком длинными, все-таки я делаю их для себя. Сейчас буду проверять все края на ровность. У меня есть надежда, что они идеально ровные, так как раньше здесь стоял профессиональный станок для распилки. А в салазках самое главное, чтобы они были идеально ровными. И тогда самодельный рейсмус получится максимально точным. И ура, товарищи, они действительно ровные! Теперь самое главное все правильно разметить. Во-первых, прикидываю ширину салазок. В них фрезер должен помещаться комфортно. В моем случае ширина платформы 11 сантиметров. И плюс еще делаем прибавочку хотя бы миллиметра 4, я думаю. Вот эти ровные торцы я хочу пустить на боковинки, а саму платформу салазок вырезать из середины, для того, чтобы у меня вот эти ровные края четко состыковались с самой платформой, потому что вручную разрезать ровно я не смогу. Ширину бортиков сделаю 6 сантиметров. Их я смогу отпилить вручную лобзиком. К высоту я прикинула примерно такой, чтобы они не мешались при работе. Вот о чем я и говорила, что отпилить ровно я не смогу. Но самое главное, что у меня вот эта сторона, которая была на станке распилена, она ровная. А вот это будет просто верхней частью. Как бы здесь не так уж и важно, ровная она или нет. Теперь прикидываю, какой по ширине мне нужно отпилить платформу. И мне осталось еще 2 детали. Это упоры снизу.
Дальше попытаюсь объяснить на пальцах. Я наметила срединную линию на платформе, и мне нужно будет в ней вырезать отверстие такое широкое, почти на всю длину. Ставлю платформу четко на середину этой линии. Вот хорошо, что в таком фрезере ее можно снять и четко настроить. И теперь могу наметить просто карандашом. Соответственно, сейчас с этого конца сделаю то же самое, затем начерчу линии ширины отверстия, и можно будет приступить к исполнению задания. Проделала отверстия так, чтобы в них могла поместиться пилка от лобзика, и дальше буду все это лобзиком пропиливать. Пусть это будет не так ровно, как фрезером могла бы я сделать, но зато быстро, и здесь эта суперровность тоже не важна. Ну, не идеально, зато handmade, как говорится. И сейчас мне еще нужно устранить вот этот косяк. Но вот с этой стороны уже получился нормальный. Причем пилила, кстати, левой рукой. Походу, левая рука у меня работает лучше, чем правая. Заделала косяк своей чудо-ремонтной смесью. Что это за смесь, повторяться не буду. У меня есть видео о том, как я заделала старый убитый косяк еще с советских времен, который находился в ванной. На момент видео этому косяку уже почти год, и он до сих пор как новенький. Кому интересно, ссылку оставлю под видео. Дальше настало время собрать каретку. Несколько раз все проверила, перепроверила и проверяю, насколько легко ходит по каретке фрезер. Ну, вроде все отлично. Теперь точно можно собирать. Сначала тонким сверлом проделываю отверстие, а затем толстым, чтобы утопить шляпки саморезов. Ну и, наконец, вкручиваю сами саморезы, которые, кстати, нашла в закромах у папы. Здесь тоже все пошло не совсем гладко. Некоторые завернула криво, у некоторых торчали шляпки, пришлось углубление еще расширить. Немножечко подтерла шкурочкой эти места, где завернула саморезы, чтобы ничего не торчало, не было заусенцев, потому что именно с этой стороны подошва должна быть идеально ровная. Ой, фу. Первый этап пройден. Сейчас проверим, ничего ли у меня тут не скосилось, не сместилось. Слава космосу, все ездит. Упоры я все-таки решила сделать немного другой конфигурации, поэтому пришлось отпилить для них новые две плашки. В общем, я решила сделать упор таким образом, чтобы он еще служил и ограничителем для самого фрезера. То есть здесь он будет мешать фрезеру выпасть, не дай бог, мне на ногу. А здесь, соответственно, служить упором на самих рельсах. Только сначала косяк свой зашлифую. Что ж, поздравьте меня, господа. Мой первый кустарный инструмент. В этот раз, как всегда, криво и даже нифига не красиво. Но зато своими руками. Ну, елки-палки, ну, господа, кто-нибудь умеет еще при этом эстетично работать? Научите, пожалуйста, как это? Ну, короче, я вчера не выдержала и до полуночи доделывала всю эту станцию для фугования досок. В общем, ЧПУ ручной работы. Я нашла такую мебельную планку, где-то ее уже использовали, но она по-прежнему в хорошем состоянии и по-прежнему идеально ровные края у нее. Они были проклеены пластиком, поэтому хорошо все сохранилось. Я ее отмыла, очистила, отпилила нужной мне длины и посадила просто вот, как видите, на такие уголки металлические. Все отлично держится, каретка прекрасно ездит и скользит по этим доскам. Ну и если вам не повезло, так как мне, у вас нет под рукой вот такой идеально ровной планочки, то можно купить в магазине, например, какую-то узкую полку, либо хорошо высушенные ровные доски, либо купить фанеру, и в строительных супермаркетах, как правило, делают распил сразу, можно заказать просто распил. Ну или если у вас есть циркулярная пила, то, пожалуйста, пила вам в руки. Я вот уже попробовала, потренировалась, немножечко пофуговала. Здесь пробовала фрезу поменьше диаметром. Собственно, можно ей это делать, но придется очень часто проходить, то есть больше телодвижений, соответственно. Здесь уже попробовала взять фрезу потолще, и уже ход пошире получился. То есть каждый раз снимаем по 3 миллиметра. До тех пор, пока все досочки не сравняются друг с другом. Дальше со штанами полными радости я начала фуговать доски, предварительно ничем их не закрепив. Кстати, очень классно, что у этого фрезера платформа скошена с двух сторон, ездит по каретке как по маслу. Вы только посмотрите, какая красота открывается. Ну какова красота! Вот было до, и вот что получается. Грязная у меня работенка. Ну блин, это моя стихия.
Больше всего мне понравилось в этом деле, что не нужно прилагать вообще никаких усилий. Просто буквально пальчиком толкаешь фрезер по каретке, и он сам делает свою работу. Срочно накидайте мне идей, что можно сделать с опилками. Ну неужели такую кучу добра выкидывать? Кстати, кто зоркий, заметил, что доски я все-таки прикрепила струбцинами. Потому что пришел папа и сказал: ты сейчас тут навыравниваешь. Ну, в общем-то, он был прав, потому что они все равно ерзали туда-сюда. Поняв после первых 3 досок, как долго я буду фрезеровать с обеих сторон, с невозможностью использовать более широкую фрезу, все-таки решилась на знакомство с фуганком. И следующие 6 досок с одной стороны прострогала на нем, а дальше опять взялась за фрезер. Что могу сказать? Чтобы отфуговать 3 доски по 2,5 метра, у меня ушел целый рабочий день. В принципе, я справилась с обычной пазовой фрезой, вот такой родной, редверовской. Она одна справилась со всеми досками. Ну и, как вы заметили, работа пыльная, грязная, я вся в этой стружке, в опилках. Без респиратора работать, я считаю, это самоубийство. А в целом мне очень понравился этот опыт. Единственное, что я теперь буду мечтать о хорошем отсосе пыли. Качественном, большом, профессиональном. Теперь мне предстоит также выровнять эти доски по торцам. Единственный момент, здесь у меня нет 150 сантиметров. Осталась еще вот эта рейка. Буду сверху ее как-то присобачивать. Сделала надстройку из такой же плашки сверху, чтобы также было все идеально параллельно. Закрепила на саморезы вот такими небольшими тоже плашечками. Вроде все держится, нормально каретка катается. Я соединила по 3 доски струбцинами и выровняла их, так чтобы они прям перпендикулярно плоскости стояли строго вот. Решила сразу зашлифовать торцы, пока доски хорошо закреплены, а потом продолжу выравнивать с другой стороны. Ну все, свершилось, товарищи, выровняла наконец-то я доски, откалибровала, и они у меня получились, ну, чуть меньше 15 сантиметров, где-то 14,8. Не мешало бы немножко прибраться. Мне и Тимофей уже несколько раз делал замечания. Итак, мне предстоит сейчас этап склейки. Они у меня получились по толщине разные, я их по парам оттачивала. И, соответственно, по парам вот сейчас разобрала. То есть у меня 2 доски пойдут на верхнюю столешку, 2 доски на нижнюю. И из тех 2 досок я делаю боковушки. Дальше я решила отторцевать доски, а потом их уже склеивать, потому что торцовочная пила широкий щит не возьмет, а по одной доске я смогу легко отторцевать. Но это еще и усложнило немножко задачу, потому что мне сейчас придется точно все размерить. А это для меня одно из самых сложных мероприятий. И права на ошибку у меня здесь просто нет. Ну и поначалу углы у тумбочки я хотела сделать прямые, как нашла в референсе в Пинтересте, но так как в этом сарайчике оказалась она, я решила все-таки сделать покрасивше и буду вот такие соединения делать углом. Стоп. А как я собралась соединять их под углом, если у меня боковинки уже, чем столешки? Хорошо, что вспомнила об этом до того, как отпилила. Так что возвращаю пилу в вертикальное положение и буду делать просто прямые торцы. Ну и тут я столкнулась со сложностями. Во-первых, то ли руки у меня крюки, то ли пила неровно пилит, и я не сразу приспособилась к этому лазеру. Во-вторых, доски у меня 15 сантиметров шириной, и диска не хватало, чтобы распилить их полностью. Пробовала допилить вручную, но потом поняла, что это полнейшая шляпа. И покуролесив вот так с часок-другой, наконец-то придумала пути обхода. Нужно просто подложить какую-нибудь ненужную деревяшку вниз, и тогда диск захватит полностью всю ширину. Ну и после этого все пошло как по маслу, и я благополучно отторцевала все досочки. Ура, товарищи, наконец-то напилила. Вот они, 2 столешки будущие, и вот они, боковушечки. А вот из обрезков прям хочется что-то сделать, ну так жалко их выкидывать. Важный момент перед склейкой, о котором я узнала, поскольку встал вопрос. Нужно доски располагать так, чтобы у одной кольца были выгнуты в одну сторону, а у другой
противоположную, для того, чтобы потом этот шов не разошелся, так как доски могут деформироваться от высыхания. У меня, конечно, они старые, бэушные, им много лет, и я надеюсь, уже высохли, но тем не менее правило есть правило, поэтому буду склеивать по правилам. Крепить я буду на клей и деревянные шканты. И чтобы четко разметить, где будут отверстия для шкантов, я сначала соединю все доски струбцинами, а затем размечу с помощью угольника места, где будут отверстия, так, чтобы они были по центру и симметричны на каждой доске. И теперь сверлю отверстие диаметром таким же, как шканты, в моем случае 8 мм. И чтобы не просверлить лишнего, приклеила маячок из изоленты на сверло. Дальше беру столярный клей и шканты, смазываю отверстия и торцы клеем. И главное, ничего не перепутать. Вставляю шканты в отверстие, а затем стягиваю струбцинами и оставляю до полного схватывания. Уберите перфекционистов от экрана, у меня и здесь не обошлось без косяков. Ну, уходит в сверло в сторону, и все, ну что ты будешь делать? Ну, первый раз же делаю такое. В общем, и эти склеила тем же макаром, но из-за дефицита струбцин пришлось сложить их все в стопку и придавить грузом. Да хрен его знает, что из этого всего выйдет. Склеила, конечно, криво и косо. Получится ли из этого что-то вообще, я не знаю. Хотите научиться делать что-то не только криво и косо, но еще и экстравагантным образом, подписывайтесь на мой канал. В общем, как вы поняли, нифига у меня ровно доски не склеились. Я прошла кривые стыки простым ручным рубанком. С рубанком у меня дело не особо заладилось. То ли руки-крюки, то ли он у папы настолько был старый, что уже ступился. Поэтому кое-где приходилось помогать еще и стамеской. Ну а после всего этого мытарства я доравнивала доски шлифмашинкой, 40-м зерном. Ну, ляпотаж. Вы только поглядите на это. А для себя сделала следующий вывод. Если нет опыта и вы рукожоп, то нефиг клеить доски на шканты, когда они у вас уже подогнаны по размеру. В идеале это нужно было сделать еще до того, как я их отфуговала. Ну а в моем случае надо было их просто склеить без всяких шкантов. Дальше я продула доски, чтобы убрать пыль из всех щелей и затем залить их эпоксидкой. А для того, чтобы заделать щель на стыке досок, я отпилила на торцовочной пиле вот такую тоненькую ламель и забью ее просто в эти щели и посажу на клей. Видела такой лайфхак у одного столяра. Работа ювелирная, но надо исправлять косяки. Дальше мне нужно было залить щели эпоксидной смолой для того, чтобы доски не развалились, ну и щели остались таким декоративным элементом. Я решила обернуть их с изнаночной стороны пленкой и закрепить ее скотчем, чтобы эпоксидка не вытекла. Приклеила также скотч прямо на само дерево, там, где выходят трещины, чтобы создать как бы такой ограничительный бордюр. Замешивала по инструкции и в щели вливала аккуратно шприцом. Ой, чувствую, хлебну я с этой эпоксидкой. Лила в эти трещины, она уходит и уходит, как будто эти трещины бесконечные. Я понимаю, что она разлилась там внутри под досками. И нужно было, наверное, вот если профессионалы, кто смотрит, подскажите, то есть нужно было, наверное, один раз пролить, дать подзастыть хотя бы пару дней, а потом уже доливать эти трещины, потому что эпоксидка жидкая, она растекается под деревом, там с той стороны, скорее всего, придется опять фрезеровать, счищать всю эпоксидку. Здесь, кстати, протерла тряпочкой сразу, чтобы потом меньше шкурить, уже было пофигу, аккуратно, неаккуратно. Лишь бы залилось, но она, блин, так и не залилась у меня. В общем, все трещины пустые. Эпоксидка, которую я взяла, застывает 5 дней, поэтому я, наверное, через пару суток еще раз попробую дозалить, чтобы там внутри она схватилась на дне хотя бы и не давала дальше растекаться. Да, действительно, трещины залились через сутки даже, я второй заход сделала, и теперь абсолютно все трещинки заполнены эпоксидной смолой. А пока столешки сохнут, я возьмусь за броширование боковушек, потому что их заливать не буду. То есть, другими словами, проявлять фактуру дерева, чтобы она стала более рельефной. И для броширования обязательно очки, потому что от насадки может отлетать металлический элемент. И, конечно, чтобы не дышать пылью, это респиратор. Это делается специальными брошировальными машинами
со специальными насадками-щетками. Но умельцы придумали делать это с подручными средствами, и я сейчас попробую этот опыт повторить. Обычно брошюровку делают болгарками на минимальных оборотах 2000, но у меня такой нет, поэтому я буду дрелью. Да и дрель у каждого практически в доме найдется, если вдруг вы захотите повторить. Правда, результат от первой самой грубой насадки, которую рекомендуют, мне не понравился. Может быть, лиственница не настолько грубое дерево, и это для более твердых пород. В общем, я продолжила насадкой с более мягкой щетиной, и получилось именно то, что хотела. То, что я сначала потренировалась с брошюровки на отдельном кусочке, а затем начала работать над тумбочкой с самой дальней торцевой стенки, это умно. А вот то, что рядом лежала и болтыхалась от потоков воздуха пленка, вот это вообще глупость. В итоге она намоталась у меня на дрель. Не делайте так. Пришлось, конечно же, очищать. Также решила заброшировать торцы. И вот здесь под углом очень хорошо видно, как выделилась уже текстура. Вот здесь уже очень хорошо видна разница между выделенной и невыделенной текстурой. Но первый такой ход получается грубым. И по идее вторая насадка еще с более мягкой щетиной должна была это все сгладить. Но, как вы видите, разницу, по-моему, вообще не видать. Что опять не так я сделала, я не знаю, честно. В итоге я решила довести все до кондиции с помощью абразивной шкурки. Очень удобно это было делать с треугольной насадкой, кстати говоря. В целом, как выглядит, мне нравится. Может быть, опять, как всегда, не идеально, но очень самобытно, оригинально, и мне кажется, будет классно смотреться в сочетании с тем дизайном, который я выбрала для своей ванной. В общем, жду высыхания столешниц и буду их таким же образом брошировать. У меня прошло уже 3 суток, как я их залила. И попробовала, вроде там эпоксидка подстыла снизу. Сейчас буду разворачивать. Но, если честно, даже страшно увидеть, что там на той стороне. Вот такой толстенный слой эпоксидки. Придется явно сдирать его фрезером, потому что вручную, даже машинкой шлифовальной, это я буду целую неделю счищать отсюда. Ох, не жилось тебе спокойно, Катя? Мало того, что я и так уже бросила свой кромочный фрезер на амбразуру, так еще под самые танки. Зачем я это все шлифовала, спрашивается. Ну и что на выходе? Все-таки вот эта столешка у меня пойдет наверх. Она поаккуратнее получилась. Вот это пойдет вниз. Щель зашпаклю, эпоксидка не пролилась насквозь. Не хочу я эпоксидкой заливать, долго так ждать не буду. Просто зашпаклю и все. Ну и нафиг. И вот здесь эти дырочки от гвоздей. А с этой вроде все нормально, но я опять, получается, прилично сняла материал. Осталось у меня 3,5 сантиметра от 5. Ох, ёшки-матрёшки. И не хочу вот эту часть снимать. То есть я ее прошла целиком. И получается, что здесь у меня доска была просто криво приклеена. Буду шлифовать. Просто подшлифую, учитывая, что эта часть у меня пойдет вниз. Ее не будет видно вообще. Никто про нее знать не будет, кроме вас. Все, и так и оставлю. Ну, не хочу. Не хочу терять еще здесь миллиметр, это как минимум. Я косячница, мне можно. Почему нельзя, чтобы все прошло просто гладко, а? Вот просто без проблем. Ну, елки зеленые. Решила, что быстрее и проще убрать эпоксидку с торцов на фуганке. Друзья, убирайте эпоксидку с торцов только шлиф машинкой. Кстати, друзья, в своем телеграм-канале я публикую видео гораздо раньше, без рекламы, и также публикую все, что осталось за кадром. Плюс мы с подписчиками обсуждаем различные грядущие проекты, в том числе, например, откуда у меня здесь взялась трава и зачем, самое главное. Так что, если вы хотите быть в гуще событий, а также получать от меня подарки, пожалуйста, жду вас с нетерпением. Крупные дефекты заделаю вот такой акриловой шпаклевкой. У меня цвет береза марки Farbitex. И что в ней очень хорошо, она застывает всего за 1 час, а полную прочность набирает за 24. Но получается, что уже через час я смогу работать с этим элементом тумбочки. Мне нравится еще то, что она достаточно жидкая и будет хорошо проникать в щели. Светлый цвет шпаклевки я выбрала по одной простой причине, чтобы потом ее колеровать под нужный мне оттенок.
Но беда в том, что я забыла колер дома. Ну, в принципе, и не страшно, потому что все эти места будет не видно. Чтобы потом не шлифовать слишком много, я уберу сразу излишки салфеткой. Дальше я отброшировала торцы столешек, причем на срезах, где ягодичные кольца брошируются точно так же. Главное работать насадкой по волокнам. Но в этот раз начала брошировку сразу щеточкой помягче. Ну, ляпотаж. Опять не удержалась, примерила. Ну, в общем, все. Вот это то, что вы видели до, было ради вот этой конструкции. Но без этой фактуры было бы совсем не то. Кстати, торцы лучше всего брошировать все-таки вот такой более жесткой насадкой. И к тому же, если есть эпоксидка, то она тоже убирается только такой жесткой насадкой. Isn't it lovely, all alone, heart made of glass, mind of stone. Ну, тут типа такой музыки что-то я представляю. В качестве ребра жесткости буду использовать рейку из сосны, которая у меня еще осталась от экрана. Если кто не видел это видео, ссылку оставлю в описании. Сначала измерю нужную длину. Хочу сделать 2 ребра, одно сверху, одно снизу. И затем отпилю на торцовочной пиле. И так же, как в случае с экраном, зашлифую их машинкой. Итак, собрала, примерила, ребра жесткости подогнала. Все, дебет с кредитом сошелся. Дальше не менее интересный квест, как ее собрать. Перед тем, как собирать тумбочку, хочу вырезать в ней все необходимые отверстия. Под раковину, под смеситель и под шланги. Это можно сделать специальными коронками. Но у меня из подходящих по диаметру было всего 2, под смеситель и под шланги, а вот под раковину отверстие должно быть достаточно широким по диаметру, и мне пришлось изготовить нехитрую приспособу, о которой узнала на просторах интернета. Что-то типа циркуля для фрезера. Делается она из куска ламинатины, которая заменяет родную пластиковую платформу у фрезера, и в ней проделывается отверстие на нужном вам расстоянии, чтобы сделать нужный диаметр, который вкручивается, вставляется какой-нибудь болт или саморез и служит как бы ножкой к этому циркулю платформе. Сварганенную не без помощи япономати платформу прикрепила к платформе фрезера, и сейчас испробую этот циркуль. Использовать буду вот такую удлиненную фрезу с 2 ножами, но сначала потренируюсь на кошках. Сначала проделываю отверстие, в которое ставлю саморез. Затем вставляю в отверстие саморез, который я вкрутила в платформу. И поступательными движениями, снимая каждый раз по 3 мм, кручу-верчу фрезером. И надеюсь, у меня получится ровное, красивое отверстие, чуть больше 8 см диаметром. Я не стала до конца просверливать весь этот круг, потому что побоялась, что просверлю стол. Получается очень даже ровное, аккуратное отверстие. Перекрутила саморез в другое место, вот отсюда сюда. Удалось его загнать туда под платформу, так чтобы он не мешался, потому что слишком большое отверстие получается, аж 10 сантиметров в диаметре. Теперь должно получиться нормально, и можно пробовать на самой тумбочке. Отверстие под смеситель решила просверлить насадкой, которая делает отверстие для петель на дверях мебельных. Пока я его сверлила, очень сильно утомилась. Скорее всего, оно уже было и туповатое, да и селенок у меня не сильно-то много. Пришлось на помощь звать мужа. Так же, как и с отверстием для сифона. С ним пришлось помучиться больше всего, потому что насадки, которые у нас были, оказались старыми, тупыми и расхлябанными, но с горем пополам удалось все-таки высверлить. И последнее, для шлангов от смесителя я решила сделать также фрезером. Правда, здесь уже без циркуля, просто на глаз, для первого раза сойдет. Все-таки это гораздо проще, чем сверлами, и не требует таких больших физических усилий, как дрель. Это, конечно, трэш. Криво, косо, но мы это сделали. Собрать тумбочку решила предельно просто. Склеить все детали столярным клеем. Изначально, признаюсь, планировала сделать это вместе со шкантами, но потом поняла, что ровно точно не смогу. Даже с мужем посоветовалась, и после долгих с ним размышлений мы поняли, что это чистая правда. И после того, как он проверил крепкость клея, попытавшись разломать уже склеенные кусочки, которые я ранее отрезала от боковушек, решительно сказал: клей, Катя, без шкантов. В общем, вот такая шляпа. Струбцин у меня нужного размера не оказалось, ни одна не подошла. Ну, ребра я, понятное дело, притянула струбцинами. А для тумбочки вот они, струбцины. Что получится, не знаю.
Господи, опять весь этот бардак разгребать. Так, что день грядущий нам сготовил? Момент истины. Держится, что ли, да? По-моему, даже держится. Получилось? Кажись, получилось. За вот эти ребра жесткости. И даже вот за них могу поднять. Юху! Да, она не идеальная, да, доски где-то не совсем выровняла, да, и даже где-то они не совсем хорошо прилегают. Но она сделана моими руками с нуля, без опыта. Это кайф. И это настоящий кайф. Поэтому, когда мне кто-то пишет, не проще ли купить, может и проще. Но соль совсем не в этом. И вы только посмотрите на сочетание этих фактур. Они у меня вызывают просто какой-то зрительный экстаз. Красить буду вот таким защитным составом 3 в 1. Здесь натуральный воск, льняное масло и различные фунгицидные добавки. У меня цвет груша. Торговая марка Farbitex Profi, линейка Wood. Можно купить на Озон, ссылочку оставлю в описании. Это один из крупнейших производителей лакокрасочных материалов, и у них просто невероятный выбор различных красок, морилок, грунтовок, шпаклевок, штукатурок. В общем, все, что вам нужно для ремонта в одном месте, очень хорошего качества. Это видно по отзывам. Ну и мне еще нравится соотношение цены и качества. Я у них себе еще заказала кисточки очень удобные, синтетические, и абразивные губки, которые, кстати, использовала в работе с тумбочкой. У меня появилась еще одна униформа. Мягкими абразивными губками очень удобно работать с текстурированной поверхностью и доводить ее до совершенства. А шпаклевку я вам сегодня уже показывала. Мне очень понравилось, что она быстро сохнет и можно в короткий срок завершить работу с деталью. Ну а как поведет себя в деле красящий состав 3 в 1, вы сейчас сами увидите. Но сначала потренируюсь на кошках. Я не хочу, чтобы тумбочка сильно меняла цвет, только ее чуть-чуть подтонировать. И поэтому буду наносить раствор салфеткой, как обычное масло. Посмотрим, что из этого получится. Данный раствор имеет запах. Не сказать, чтобы прям супер сильный, но тем не менее, если вы делаете в условиях квартиры или дома, то, конечно, лучше делать это в проветриваемом помещении. Ну вот смотрите, по-моему, неплохо очень ложится. Дерево все остается на виду. Только чистый грушевый оттенок мне не понравился. Он, видите, такого красноватого цвета. И я добавила черного колера немножко. Вот цвет, который мне понравился. Сначала слишком много, получился совсем уж темный, можно сказать, венге. Так что не обязательно разного цвета покупать, можно и колерами добить. А вот этот уже понравился вполне. Вот он стал уже не красный, такой похолоднее, видно, да? Вот сейчас им и покрою. Начну все-таки с донышка, вдруг не понравится или что-то пойдет не по плану. Покрывать планирую только в один слой, а затем еще буду покрывать лаком. Смотрите, покажу вам разницу между дешевой породой дерева, это вот сосна, да, вот эти две рейки, и лиственница. Как же красиво смотрится на ней фактура, и как позорно смотрится сосна. А вот эта рукожопка Катя плохо вытерла клей, когда клеила тумбочки. Вот вам, пожалуйста, он не замазывается. Попробую потом аккуратной кисточкой, но я не уверена. Может, вообще не буду трогать. Все-таки внутри как бы не так видно. А здесь вот эта эпоксидка, ее почти незаметно. Вот только такое белое пятно. Та самая, которую я не стала шлифовать. С маслом работать одно удовольствие. Оно в меру жидкое, наносится очень легко, хорошо впитывается. И посмотрите, как классно проявляется фактура. Ля потаж. Оставляем сохнуть. И посмотрим, что будет здесь ожидать нас завтра. А если вы работаете кисточкой, ее легко отмыть обезжиривателем той же фирмы Farbitex. Везем устанавливать. Ура, ура, ура! Так, все, мы на месте. Сейчас до вечера, пока мужа жду, покрашу еще лаком в 3 слоя. Опять тот же самый лак, который уже вам показывала не раз. Буду покрывать эту тумбочку козой. Козой буду покрывать. Козой я буду тумбочку покрывать.
Ну, короче, это кисточка из козьего пуха с очень нежной щетиной, которая дает очень такое нежное покрытие лаком. И, кстати, я гениальная женщина, вот честно. Смотрите, как легко убирается экран из бусин. Просто бац, перекинули. Муж, кстати, заценил уже, все там подключил, все провода. Ну все, ждите весть из полей, как говорится. Нудный процесс установки тумбочки опускаю. Тем более устанавливал ее полностью муж. Тут все максимально просто. Прикрепили кронштейны к стене, тумбочку прикрепили к кронштейнам. Изначально планировала черные, присмотрела их недалеко от дома в хозяйственном магазине за смешную цену, но черных уже не было в продаже, пришлось взять белые. А с другой стороны, может, оно даже и лучше, меньше бросается в глаза. Хотя такую тумбочку в идеале, наверное, вешать на скрытые какие-то крепления. Ну, хорошая мысля приходит опосля. В любом случае, я очень довольна результатом. Это был действительно непростой челлендж для меня, но я выдержала все испытания, считаю, с достоинством, и тумбочка получилась очень классная. Она теперь стала настоящей изюминкой в тандеме с раковиной в моей новоиспеченной ванной и по-настоящему завершила всю композицию.